Несколько минут назад Первый канал российского телевидения сообщил трагическую новость о внуке Аллы Пугачевой Никите Преснякове. Сегодня утром к шикарному дому в поселке Малые Бережки, где проживает Пресняков со своей супругой Аленой Красновой, подъехала скорая помощь и полицейская машина. Да, кто бы мог ожидать такое от любимого внука Пугачевой Никиты Владимировича Преснякова. Навстречу стражам порядка выбежала 25-летняя Алена, вся в слезах, ненакрашенная и в домашних тапочках. Полицейские попытались успокоить несчастную женщину и вошли в шикарный особняк. Увы, звездная пара не отметит 5-летний юбилей свадьбы. Откроем вам страшную тайну. В свое время, в 2017 году, Алла Пугачева и Владимир Пресняков заплатили колоссальные откупные бизнесмену Борису Краснову за то, чтобы его дочка Алена вышла замуж за Никиту. По некоторым данным, денежная сумма составляла более 100 миллионов рублей. Однако Никита пошел не в своих талантливых родителей и не смог самостоятельно прокормить семью. По всему российскому шоу-бизнесу ходит легенда, как Пресняков-младший собирал деньги на подарок ко дню рождения своей супруги. Попросив несколько миллионов у своей звездной бабушки, у папы Владимира, у мамы Кристины и даже у Руслана Байсарова, Никита Пресняков за один вечер смог насобирать 20 миллионов рублей на шикарный Мерс для Алены Красновой. Появившись на свет золотой ложкой во рту, Никита, видимо, забыл, что во взрослой жизни надо что-то делать самому. И как только не бились над непутевым сынком его звездные родители, устроили в театр к Сергею Безрукову. Однако мэтр российского кино заявил, что лучше вообще без артистов, чем с таким. На 30-летие Никите Владимировичу подарили готовый ресторанный бизнес, однако и здесь внучок оплошал. Уже через полгода рестораны начали работать в убыток и вскоре закрылись. Ну а недавняя выходка Никиты просто шокирует. В связи с отъездом в Израиль звездной бабушки у Преснякова начались большие проблемы с деньгами. И он не нашел ничего лучшего, как просить наличные в социальных сетях у своих подписчиков. Пользователи сети были просто возмущены. «Никита, опомнись, у тебя же звездные родители. Что ж ты у нас денег-то просишь?» Однако звездный внучок привык жить на широкую ногу. По некоторым данным, он тратит в день 3 миллиона рублей и не хочет в себе ни в чем отказывать. Однако последнее событие вывело из себя даже свекра Преснякова Бориса Краснова. Ему очень не понравилось, что любимый зять начал просить деньги даже у него. «Женился на моей дочери, значит, обеспечивай ее», резко отрезал бизнесмен. Однако 32-летний Никита все не может нагуляться. Сегодня утром стало известно, что Пресняков-младший проник в замок Грязи и устроил там пенную вечеринку в окружении красивых девушек и модных музыкальных групп. Учитывая, что замок находится под арестом и проникновение туда было незаконно, у Никиты Преснякова и его родителей могут быть большие проблемы с законом. Ну а самое главное, об этом узнала супруга Никиты Алена Краснова. В звездной семье разыгралась драма. Стало известно, что Борис Краснов самолично вызвал полицию и хочет усмирить непутевого зятя. Когда мы уже заканчивали видео, стало известно, что супруга Преснякова Алена Краснова разочаровалась в муже и переехала к своим родителям.